Герой нашей истории – девушка по имени Наталья. Она работает учительницей в маленькой деревенской школе и очень любит свою работу и детей, с которыми ежедневно встречается. Вся деревня относится к ней с огромным уважением и любовью, ведь Наталья не только талантливый педагог, но и добропорядочная, отзывчивая и добрая девушка. Однажды, возвращаясь после очередного рабочего дня, Наталья неожиданно встретила на пути двух пьяных мужчин. На первый взгляд это казалось обычным делом, но девушка ощутила, что что-то не так. Мужчины приблизились к ней, их взгляды стали пронзительными и хищными. Они схватили Наталью за руки, и страх охватил ее. «Терпи, моя красавица, скоро все закончится», – прошептали злодеи, таща ее вверх по беспросветному пути. Наталья испугалась и, чувствуя, что время работает против нее, закричала, зовя на помощь. Ее крики затихали среди веселого шума деревни, и казалось, что никто не слышит ее отчаянный зов. Но внезапно из глубин темного леса вышел волк. Огромный, могучий, прекрасный. Его глаза сверкали яростью, и его рычание пронзало вечернюю тишину. Волк подошел к мужчинам и безжалостно нанес им отпор, устрашая злодеев своей силой и яростью. Они не ожидали такого развития событий и, охваченные паникой, покинули место происшествия. Наталья осталась стоять, ошеломленная и восхищенная. Она никогда не видела такого прекрасного и могучего существа. Волк, словно чувствуя ее благодарность и удивление, подошел к Наталье, осторожно обнюхал ее руку и исчез в лесу, как будто ничего и не произошло. Вернувшись домой, Наталья не могла забыть то, что случилось. Волк спас ее от опасности, став настоящим героем. Она задумалась о том, сколько подобных историй могло произойти в мире, где не всегда есть кто-то или что-то, кто придет на помощь в трудную минуту. Решив не оставаться в стороне, Наталья начала проводить лекции и мастер-классы о безопасности в сельской местности. Она показывала детям, как вести себя в опасных ситуациях, как использовать средства самозащиты, и делилась своим личным опытом. Ее рассказ о встрече с волком стал вдохновением для многих, и дети с большим интересом слушали и учились. Наталья не только стала героиней своей истории, но и настоящим героем для многих маленьких сельских жителей. Ее доброта и открытость помогали детям расти и развиваться, а уроки безопасности стали важной частью их жизни. Деревенская школа превратилась в центр, где дети получали не только знания, но и навыки, которые помогали им стать сильными и уверенными в себе. И вот уже много лет спустя Наталья продолжает свою работу учителем, внося изменения в жизни маленькой деревни. Она помогает детям раскрыть свой потенциал, учит их любить и заботиться друг о друге. И самое главное, не бояться проявлять героизм в трудных ситуациях. Наталья – настоящий герой нашей истории, чья доброта и отвага делают мир лучше. Ее пример вдохновляет и показывает, что каждый из нас может стать героем, если мы верим в себя и не боимся прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.